Поговорим о том, как нравится мужчинам. Даже если вы женщина уже в отношениях, или, может быть, вы замужем 10-20 лет, согласитесь, что каждой из нас будет приятно осознавать, что, находясь в мужской компании, мужчины как-то расположены к нам, что они не шутят с нами на всякие там такие, знаете, пошлые мужские шуточки, анекдотики не травят при нас, то есть распознают в нас женщину, при которой вести себя нужно как-то как с женщиной, по-джентльменски, да, так это обычно называют. Или что вы приходите в мужскую компанию, и все раз и замечают вас. То есть быть фигурой среди мужчин, притягивающей на себя взгляд. И не всегда там обязательно какой-то сексуальный взгляд, или типа, ой, какая там тёлочка, да, как говорят подростки. А взгляд с уважением к женскому. Вот хотите быть такой женщиной? Расскажу в этом видео, от каких параметров зависит, будут ли так к вам относиться мужчины или нет. Подписывайтесь на этот канал, если еще не подписаны. Я психолог Наталья Корнеева. Канал полностью про отношения, про психологию отношений. И ставьте лайк, если эта тема вам интересна. Чтобы мужчины воспринимали вас как женщину, достойную внимания, как женщину, к которой стоит относиться как к женщине, да, чтобы не относились к вам понебратски или вообще не замечали вас. Оговорочка, исключение. Конечно, есть мужчины, которые вообще не способны на такое отношение. Но мы сейчас говорим о большинстве. В большинстве своем мужчины все-таки рядом с женщиной начинают вести себя более благородно, что ли, да, учитывая вот эту они видят в нас такую женственность, хрупкость. Вот чтобы они это видели, очень важно, чтобы, когда вы приближаетесь к мужчинам, вы не были напряжены. Как только женщина, приближаясь к мужчинам, становится напряженной внутри, вы можете этого даже не замечать. Но если вы в следующий раз, оказавшись рядом с какой-то мужской компанией, понаблюдаете, что происходит с вашим телом, иногда мышцы сжимаются так, что мы этого даже не замечаем. Какие могут сжиматься? Челюсть напрягается, зубы стискиваются, иногда попа поджимается, живот каменеет, плечи. То есть вот это вот внутреннее напряжение, к которому люди привыкают, потому что все время с ним живут, часто люди его не замечают. Понаблюдайте, как ваше тело. Действительно ли вы телесно расслаблены, когда находитесь рядом с мужчиной? Почему это важно? Люди это напряжение всегда чувствуют. То есть не только мужчины, естественно, есть женщины, у которых наоборот сложности с женскими компаниями, и там можно заметить, что тогда такая женщина, приближаясь к женской компании, напрягается телесно. То есть смысл в чем? Как только мы напрягаемся, люди рядом это напряжение чувствуют. И находиться рядом с человеком, который напряжен, некомфортно. Не хочется давать на него внимание, потому что он напряжен, он немножко неприятный. И если вы рядом с мужчиной напряжены, то мужчинам не хочется распознавать в вас женщину, даму, рядом с которой хочется как-то благородно себя вести. Опять-таки есть исключения, есть мужчины, которые настолько сильно зациклены на джентльменском благородном поведении, что они будут вести себя супер благородно вообще рядом с любой женщиной. То есть есть две крайности, такие исключения. Мы их не берем, потому что они встречаются существенно реже, чем такая среднестатистическая норма. Поэтому на вопрос как, да, вот получить все то, что я вам обещала в начале видео, заметьте, если у вас есть это напряжение, и постарайтесь расслабиться. Подумайте, чем так опасно для вас мужчины, что тело напрягается. Конечно же, там есть какая-то травмированность психологическая. Конечно же, там есть какой-то опыт в прошлом, который вызывает это. Может быть, папа плохо относился к маме, или папа плохо относился к вам, или у вас был негативный опыт с мужчинами. Это не возникает на пустом месте. Полезно проанализировать, заметить это напряжение, и в следующий раз, приближаясь к мужчинам, постараться расслабиться. Но как? Я рекомендую не бороться с напряжением, не заставлять себя расслабиться, а пытаться мягко и деликатно наблюдать. Вот если вы будете наблюдать за этим напряжением, возможно, вам удастся пройти 3 круга травмы. Первый круг вы наблюдаете и просто чувствуете все это, стараясь ничего не менять. Вот ваша задача просто наблюдать. Вот вижу стол, смотрю, не трогаю его, не борюсь с ним,
Ничего с ним не делаю, просто смотрю. Вот так же наблюдайте за своим напряжением. Второй круг травмы, вам станет очень неприятно. Это неприятно не на уровне, возможно, боли тела, да, это неприятно на таком душевном уровне, на уровне чувств. То есть вы станете чувствовать себя неприятно. И если вы это пройдете, просто продолжая наблюдать, потому что здесь появляется желание ускользнуть, почесать себя, полезть в телефон, отойти, что-то сделать. Вот если вы останетесь в этом наблюдении, тогда вы сможете выйти на третий завершающий круг травмы, когда по телу пойдет маленькая такая внутренняя дрожь. И именно вот этот момент, когда тело расслабляется, и травма перерабатывается нашим мозгом. Если у кого-то получится, здорово, но это, конечно, высший пилотаж психологической прокачанности, способности самонаблюдением заниматься и рефлексией, способности исцелять самого себя. Не у всех получается, потому что обычно, когда люди вообще начинают ходить к психологу, не умеют замечать особо свои чувства, эмоции, телесные реакции. Поэтому, если у кого-то получится, попробуйте, да. Это будет означать, что вы в потрясающе хорошем контакте со своим телом и со своими чувствами. Поэкспериментируйте. На этом я заканчиваю. Надеюсь, это видео вам полезно. Пишите комментарии, комментируйте, пишите инсайты, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. До встречи!